Огромную пластиковую бочку с трудом выносят из подъезда двое мужчин. Внутри тела 23-летней Виктории Курман, которая несколько недель считалась пропавшей без вести. Оказалось, что все это время бочка стояла на балконе квартиры, которую снимала молодая пара. Жених Виктории Александр Голубев первым попал под подозрение. Всем привет! Сегодня разберем дело, которое ломает привычное представление о безопасности. Вы переписываетесь с близким человеком, он отвечает на сообщения, жалуется на простуду, отправляет поздравления с праздниками. А потом выясняется, что все это время его физически не было в живых. Кто сидел по ту сторону экрана и как обычная съемная квартира превратилась в место жуткой тайны. Разбираем эту историю, опираясь исключительно на факты. Великий Новгород – типичный многоквартирный дом на Большой Санкт-Петербургской улице. Квартира на одном из этажей заперта. Родственники девушки-арендатора бьют тревогу. Они не слышали ее голос несколько недель, звонки постоянно сбрасываются. В ответ приходят лишь короткие тексты с отговорками про плохое самочувствие и пропавший голос. Спустя месяц с такой односторонней связи терпение родителей лопается, и они обращаются в полицию. Наряд вскрывает входную дверь. Внутри идеальная чистота, вещи сложены, никаких следов борьбы, ограбления или внезапного отъезда. Абсолютно нормальная бытовая обстановка. Но есть физическая деталь, которую невозможно игнорировать. Тяжелый гнилостный запах, тянущийся со стороны лоджии. Сотрудники проходят на балкон. В углу стоит огромная пластиковая бочка объемом 200 литров. Крышка плотна, в несколько слоев, замотана строительным скотчем. Полицейские срезают ленту. Внутри плотно утрамбованные мусорные пакеты, сквозь которые отчетливо виднеются человеческие волосы. Осмотр немедленно останавливают, чтобы сохранить микроулики, емкость не вскрывают на месте, а грузят и направляют в морг прямо в закрытом виде. И вот тут важная деталь, которая уже намекает на масштаб хладнокровия преступника. Соседи за стенкой ничего не слышали. Ни криков, ни шума драки. Кто-то методично упаковал тело, а затем еще целый месяц поддерживал цифровую иллюзию того, что девушка жива. Как именно преступник все это провернул и что вообще привело к таким событиям? Чтобы разобраться, отмотаем время на несколько лет назад, 2014 год. Виктория Курман вместе с семьей переезжает из Донецка, они меняют регион и выстраивают быт на новом месте. Адаптация проходит быстро. К моменту финала этой истории девушке будет 23 года. Сначала Виктория пробует стандартный путь. Поступает в государственный университет, но строгая академическая среда оказывается ей неинтересна, учеба быстро заканчивается. Вместо того, чтобы тратить годы на классический диплом, она делает выбор в пользу цифрового творчества, самостоятельно осваивает профессию концепт-художника и полностью переходит на удаленный формат работы. Основа ее визуального стиля. Японская анимация, она глубоко погружена в эту культуру, создает детализированные графические проекты, берет постоянные заказы в интернете. Фриланс приносит стабильный доход. Виктория умеет планировать бюджет и ставит перед собой четкую цель – посмотреть мир. На ее счетах постепенно скапливается сумма ровно в 500 000 рублей, неприкосновенный запас для будущих путешествий. Знакомые описывают ее как максимально открытую личность. Ей физически необходим социальный контакт, она легко общается и не выносит одиночества. Успешный специалист со своей финансовой подушкой, любимым делом и понятными перспективами. Как же человек с такой независимой позицией и деньгами оказался в тотальной ловушке? Все начинается с банальных общих увлечений. Именно любовь к японским комиксам вскоре знакомит Викторию с молодым человеком, который начнет планомерно изолировать ее от друзей. Этим молодым человеком оказался Александр Голубев. На первый взгляд, парень из приличной семьи, его мать Марина Голубева занимает должность в региональном министерстве культуры. Общие интересы быстро переросли в совместное проживание, и в итоге пара пробыла вместе целых 5 лет. Но если для прохожих на улице они выглядели как обычный союз двух людей, то внутри арендованного жилья планомерно выстраивалась жесткая диктатура. Первые 3 года Александр тотально контролировал любые социальные контакты своей сожительницы. Он ставил прямые запреты на встречи с подругами, связь с близкими рухнула до критического минимума. Редкие созвоны раз в год стали единственным каналом общения.
Голубев регулярно устраивал тяжелые сцены ревности на пустом месте, при этом сам совершенно не придерживался правил верности и параллельно заводил романы на стороне. Конфликты доходили до абсурда, Александр периодически выгонял девушку из дома, и ей приходилось блуждать по городу и искать его, когда тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возникает справедливый вопрос, почему никто из окружающих не вмешался до того, как запахло бедой. Ответ максимально приземленный. Для соседей по площадке Голубев всегда оставался вежливым, безобидным парнем. Жильцы дома видели только опрятного молодого человека, который постоянно здоровался у лифта. За стенкой не фиксировалось ни грохота битой посуды, ни громких призывов о помощи. Двойная жизнь работала без единого сбоя. Голубев панически боялся только одного, он понимал, что если информация о его постоянных изменах вскроется, он моментально лишится комфортных условий, которые обеспечивал стабильный доход его спутницы. Этот эгоистичный страх собственного разоблачения непрерывно накалял обстановку в квартире, и совсем скоро скрытый конфликт интересов выйдет из-под контроля. А теперь момент, ради которого стоило дослушать до сюда. Сразу после того, как девушка исчезает из физического мира, начинается хладнокровный спектакль. Александр забирает ее смартфон и запускает процесс полной имитации жизни. Устройство постоянно подключено к интернету. Молодой человек не просто отбивается от входящих звонков, он методично копирует стиль общения своей спутницы в мессенджерах. Знаете, что больше всего поражает в таких историях? Уровень цинизма. В этот период у матери Вики наступает день рождения. Голубев совершенно спокойно набирает длинный поздравительный текст от лица дочери и нажимает кнопку отправки. Родители читают эти строки, верят в затянувшуюся простуду и даже не догадываются о реальности. Пока семья получает текстовые иллюзии, внутри жилья на Большой Санкт-Петербургской кипит активность. Александр не прячется от общества и не сидит в изоляции. Напротив, он открывает двери для гостей. Парень зовет приятелей, устраивает домашние посиделки и спокойно приводит в дом свою новую девушку. Они заказывают еду, общаются, выпивают, визитеры свободно перемещаются по комнатам и выходят перекурить на лоджию. Там, в углу, стоит массивная пластиковая тара. На логичный вопрос знакомых о появлении странного объекта хозяин невозмутимо отвечает, что внутри лежат обычные дачные удобрения для родителей. Никто из гостей даже не пытается заглянуть под слои скотча. Весь этот месячный банкет щедро спонсируется чужими средствами. Голубев использует доступ к банковским счетам и планомерно спускает тот самый накопленный бюджет. Однако биологические процессы остановить нельзя, спустя несколько недель запах на балконе усиливается до предела, находиться в комнатах становится физически дискомфортно. Понимая, что маскировать происходящее больше невозможно, Александр просто собирает сумки, закрывает входную дверь на ключ и переезжает жить к новой подруге в многоквартирный дом на Студенческой улице. Брошенная квартира окончательно превращается в закрытую капсулу времени, к дверям которой вскоре подойдет наряд полиции. Возвращаемся в тот день, когда полиция закончила первичный осмотр на Большой Санкт-Петербургской. Груз с лоджии уже уехал к судмедэкспертам, и теперь за работу плотно берутся техники. Перед ними стоит конкретная задача найти зацепки в помещении, где визуально царит абсолютный порядок. В реальности обмануть химию практически невозможно, даже если часами скрести поверхность жесткой губкой. Специалисты шаг за шагом прочесывают жилую зону. Никакой сломанной мебели, целые зеркала, одежда висит на своих местах. Внимание привлекает входная группа, в узком коридоре брошена совершенно обычная бытовая тряпка, а рядом, на напольном покрытии, криминалист замечает едва уловимые разводы, внешне похожие на след от стандартной еженедельной уборки. В ход идет спецсредство, индикаторный тест полоски гемофан, профессиональный химический реагент, моментально дающий окраску при контакте с гемоглобином. Даже микроскопические частицы, въевшиеся в трещины линолеума, не скроются от состава. Техник прикладывает тесты к разводам на полу и к тряпке. Реакция происходит мгновенно, индикатор выдает положительный результат. Невидимые пятна оказываются тщательно замытой кровью. Эта короткая химическая процедура кардинально меняет статус всего дела.
Больше нет никаких иллюзий о внезапном отъезде владелицы квартиры или ее затянувшейся болезни. Оперативники получают жесткий физический факт. Главное событие произошло именно здесь, в коридоре между входной дверью и жилой комнатой. Кто-то долго и методично уничтожал следы водой. Сразу после химического подтверждения приоритет сыщиков сводится к одной задаче – найти сожителя Виктории. Теперь он переходит из статуса свидетеля в категорию главного подозреваемого. Оперативники начинают поквартирный обход, но здесь их ждет информационный вакуум, никто из соседей не может подсказать, куда и когда именно исчез квартирант. Поскольку след в подъезде обрывается, полиция берется за социальные связи. Вычисляют тех самых гостей, которые ранее спокойно выходили перекурить на лоджию и верили в историю про удобрения. Именно через их показания и телефонную активность правоохранители вычисляют актуальный маршрут парня. И вот здесь совершенно неожиданный поворот в характере преступника. Выясняется абсолютно сюрреалистичная деталь, он даже не думал пускаться в бега. Человек не снимал наличные для покупки билетов в другой регион, не избавлялся от своего смартфона и не менял ежедневные привычки. Он просто перевез часть вещей на новый адрес и продолжил жить так, словно в его биографии не произошло никаких кардинальных изменений. Получив точные координаты, оперативная группа выезжает на задержание. Массовая культура приучила нас, что арест по таким статьям – это всегда выбитые замки, спецназ, попытки сбежать по крышам. Но реальность оказывается пугающе будничной. Полицейские поднимаются на нужный этаж и стучат. Дверь открывается. Молодой человек не демонстрирует ни малейшего удивления при виде людей в форме, не закатывает истерик, не бросается к окнам и не пытается на ходу сочинить спасительное алиби. Подозреваемый абсолютно спокойно позволяет надеть на себя наручники. Задержание происходит за несколько минут без единого крика. Физическая поимка успешно завершена, но расслабляться рано. Впереди у следствия два сложнейших этапа: первый допрос в кабинете и тяжелая работа техников в морге, куда уже доставлен запечатанный груз с Большой Санкт-Петербургской. Пока следователи готовятся к первому разговору с задержанным, в секции судебно-медицинской экспертизы начинается тяжелая техническая работа. Специалисты аккуратно срезают плотные слои строительного скотча с той самой бочки. Как только герметичная крышка поддается, криминалисты сталкиваются с совершенно неожиданной картиной. Практически все свободное пространство массивной тары щедро засыпано мелким белым порошком. Что первым приходит на ум при упоминании странного светлого вещества в криминальных хрониках? Наверняка какие-то сложные химикаты или едкие кислоты. Однако экспресс-анализ выдает максимально бытовой результат. Это обычная пищевая сода. Внутри пластиковой емкости лежат десятки килограммов стандартного продукта, свободно продающегося в любом гастрономе. Зачем человеку понадобился такой колоссальный объем кулинарного абсорбента? Ответ кроется в базовых физических свойствах порошка сода, превосходно впитывает влагу и блокирует резкие запахи. Тот, кто упаковывал тело, явно не находился в состоянии аффекта или паники. Он целенаправленно соорудил мощный химический барьер, чтобы скрыть естественные биологические процессы распада от тех самых приятелей, которые позже спокойно выходили курить в метре от тайника. Это расчетливый, прагматичный и продуманный до мелочей технический шаг. Из-под слоев сыпучей массы и полиэтиленовой пленки судмедэксперты извлекают жертву. Учитывая долгий срок нахождения в закрытой среде, стандартное визуальное опознание уже невозможно. Специалисты проводят идентификацию исключительно по особым физическим приметам. Медицинское заключение ставит официальную точку в деле об исчезновении. Погибшая действительно является пропавшей без вести художницей. Теперь у следствия на руках не только косвенные следы замытых пятен на полу, но и железобетонное доказательство. И находка на секционном столе дает сыщикам совершенно новый вектор для действий. Подумайте сами, зайти в магазин и незаметно унести такую гору специфического товара за один визит физически нереально. Подобная массовая закупка – это всегда большая тележка, длинный чек на кассе и обязательная фиксация объективами охранных систем. Полиция немедленно отправляет запросы в службы безопасности всех крупных сетевых магазинов района, запуская проверку гигабайтов видеоархивов. Результат приходит буквально в считанные часы. В массиве данных одного из супермаркетов находится нужный фрагмент.
Камеры кристально четко фиксируют визит Голубева. Замечали ли вы когда-нибудь, насколько обыденно может выглядеть пугающая расчетливость со стороны? На записях нет человека, прячущего лицо от объективов или нервно озирающегося у кассы. Перед нами предстает стильно одетый молодой парень, катящий перед собой металлическую тележку. Он абсолютно спокоен, подходит к свободной ленте и методично выкладывает на нее ровно 20 узнаваемых желто-оранжевых картонных пачек. В его корзине нет ни хлеба, ни воды, только огромная партия пищевой соды. Расплатившись за специфический товар, Александр не спешит к выходу. Он плавно перемещается к банкомату, установленному прямо в торговом зале, вставляет карту и буднично проверяет баланс. Смотрит на тот самый счет, который теперь полностью в его распоряжении. Закончив финансовые операции, парень успевает перекинуться парой фраз со стоящей рядом пенсионеркой, вежливо кивает ей, берет тяжелые пакеты и растворяется в городском потоке. Пока одни оперативники изучают это видео, киберкриминалисты получают полный доступ к изъятому смартфону задержанного и поднимают скрытую историю его поисковых запросов. Цифровой след показывает, огромная пластиковая емкость не стояла на лоджии изначально и не была случайной находкой. Парень целенаправленно вбивал в поиск инструкции по блокировке органических запахов в закрытых помещениях. Изучив химическую теорию, он перешел на сайт оптовой компании, продающей крупногабаритную промышленную тару, и в несколько кликов оформил заказ на ту самую бочку, оплатив курьерскую доставку прямо до двери арендованного жилья. Каждое нажатие на экран телефона зафиксировано серверами с точностью до секунды. Теперь разрозненные элементы. Белый порошок с экспертизы, чеки из магазина и интернет-трафик окончательно складываются в единую доказательную цепь. Техническая подготовка к сокрытию улик задокументирована полностью, не оставляя фигуранту пространства для маневра. Иногда самая жуткая деталь любого криминального эпизода – это не момент нападения, а та ледяная рутина, которая за ним следует. Давайте шаг за шагом восстановим физическую механику того самого дня в квартире на Большой Санкт-Петербургской. Пара находится дома. Между ними назревает серьезный разговор, которого Александр избегал все последнее время. Девушка вплотную подошла к Тому, чтобы окончательно разоблачить его связи на стороне. Для парня такой исход означает моментальную потерю комфортного жилья и доступа к чужим финансам. Словесная перепалка вспыхивает прямо в узком коридоре у входной двери. Голубев решает проблему радикально, он срывает плотный ремешок с обычной женской сумки, накидывает его на шею Виктории и силой затягивает. Никаких долгих преследований по комнатам. Он просто хладнокровно перекрывает кислород, пока человек полностью не перестает сопротивляться. Хозяин квартиры берет ведро воды, обычную тряпку и тщательно промывает линолеум на месте удушения. Физическая зачистка пространства завершена безупречно, и теперь парню остается лишь запустить процесс цифровой маскировки. А вот и следующий поворот, который может показаться невозможным, но он подтвержден следствием. Ровно 3 суток тела остается лежать на полу в прихожей. Молодой человек не бегает в панике по комнатам. Он продолжает жить в этом периметре, буднично перешагивая через препятствия на полу, пока ожидает доставку заказанной промышленной тары. Когда курьер привозит пластиковый цилиндр, стартует этап упаковки. Александр фасует груз и применяет купленный порошок. И именно на этом этапе возникает непредвиденная преграда. Наполненная тяжелая 200-литровая бочка оказывается слишком габаритной. Она физически не проходит по ширине в стандартный проем балконной двери. Голубев находит технический выход, моментально берет телефон и набирает номер знакомого, просит подъехать на пару минут, чтобы помочь перенести тяжелые запасы родительских удобрений. Ничего не подозревающий приятель откликается на просьбу. Вдвоем они обхватывают массивную тару, с трудом поднимают ее, переваливают через оконный подоконник и аккуратно спускают в угол лоджии. Сразу после задержания молодого человека доставляют в отдел для дачи первичных показаний. И вот здесь начинается этап, который всегда показывает истинное лицо человека. Как именно он попытается объяснить свои действия, когда скрывать правду уже бессмысленно? Александр решает не играть в молчанку и выбирает тактику полного признания. Мы были на пороге ссоры. До конфликта еще не дошло. Увидел.
Я соображал, что я делал. Это не было, как я не понимаю, что творится. Просто было чувство неостановки времени или чего-то такого. Я схватился за сумку у нее на шее и задушил. А что послужило причиной вашего конфликта? Я боялся того, что она узнает, что я ходил ей изменять, и в моменте просто не знал, что делать. Правоохранители везут его обратно по знакомому адресу для проведения следственного эксперимента. Подозреваемый, к этому моменту уже коротко обритый наголо, совершенно спокойно переступает порог. В окружении конвоя и понятых он подходит к тому самому месту в коридоре. На специальном статист-манекене парень без малейшей дрожи в руках показывает всю последовательность своих действий. Будничным тоном объясняет, как фиксировал ремень, детально демонстрирует процесс фасовки и работу со скотчем. Никаких истерик, слез или нервных срывов перед камерой криминалистов не происходит. Единственная попытка Голубева выстроить хоть какую-то линию защиты касается его эмоционального состояния. На допросе в кабинете он начинает рассказывать про внезапные панические атаки, заявляет, что в момент конфликта испытал странное чувство остановки времени. Якобы он настолько испугался грядущего скандала из-за собственных измен, что просто не соображал, как решить проблему иначе. А в скорую и полицию не позвонил банально из-за сильного страха перед тюрьмой. Как вам такое оправдание? Особенно на фоне того, как методично этот же человек гуглил химические свойства веществ, стоял у кассы супермаркета и спокойно набирал поздравительное сообщение чужой матери. Чтобы исключить версию временного помешательства, к работе подключаются профильные психологи и полиграфологи. Они анализируют его реакции, манеру, речи и поведение на месте преступления. Вывод экспертов окончательно разрушает легенду о внезапном помутнении, у задержанного фиксируется тотальное отсутствие эмпатии, способности сопереживать другому живому существу. Специалисты констатируют ярко выраженные психопатические черты. Это был не аффект и не паника. Это холодный расчет человека, устранившего угрозу своему комфорту. С такими выводами врачей и полным комплектом технических улик материала дела полностью готовы к передаче в суд. Пока бумажная машина готовит материалы к первым слушаниям, обвиняемый отправляется в следственный изолятор. Задумывались ли вы, как обычно ведут себя люди, впервые оказавшиеся за решеткой в ожидании тяжелого приговора? Одни ломаются в первые же дни, другие судорожно ищут поддержку у сокамерников. Наш фигурант выбирает совершенно иной путь – тотальную изоляцию. Он выстраивает максимально замкнутый образ жизни, ни с кем не конфликтует, не привлекает лишнего внимания. Все свободные часы парень проводит исключительно за чтением книг, полностью абстрагируясь от происходящего вокруг, словно находится не в тюремной камере, а на затянувшихся каникулах. Спустя время процесс перемещается в зал суда. Начинается финальный этап разбирательства. На заседаниях Голубев наотрез отказывается от любых контактов с прессой. Журналистам, пытающимся получить от него хотя бы короткий комментарий, он отвечает глухим молчанием, постоянно сидя на скамье подсудимых с опущенной головой. Государственный обвинитель выкладывает на стол все собранные факты, техническую подготовку к сокрытию улик, использование чужих финансов, долгую переписку с матерью от лица погибшей дочери. Прокурор запрашивает жесткую меру – 15 лет лишения свободы. И именно в этот момент подсудимый совершает крайне неожиданный маневр. Тот самый человек, у которого специалисты только что зафиксировали полное отсутствие эмпатии, берет слово. Он публично заявляет о глубоком раскаянии и просит прощения у родственников Виктории прямо в зале заседаний. Следом произносит фразу, призванную удивить всех. Парень просит назначить ему самое строгое, максимально возможное наказание. Как вы думаете, что это было на самом деле? Внезапно проснувшаяся совесть или грамотная постановка, чтобы разжалобить участников процесса демонстративным самобичеванием? Линия защиты тем временем работает по своему алгоритму. Адвокаты активно используют процессуальные нормы, постоянно напоминают, что их клиент добровольно продемонстрировал механизм удушения на манекене, не оказывал сопротивления при аресте и сразу дал признательные показания. Возникает сложная правовая ситуация, где ледяной расчет сталкивается с юридическими правилами смягчения наказания.
Начинается взвешивание аргументов перед оглашением итогового вердикта. Судебная система работает по своим строгим, почти математическим алгоритмам. Закон обязывает судью отбросить любые эмоции и взвесить предоставленные сторонами факты на холодных весах правосудия. Итоговый вердикт звучит коротко: 9 лет и 6 месяцев. Отбывать срок осужденный отправляется в исправительную колонию строгого режима. Назначенная цифра оказалась почти на треть меньше той, которую изначально запрашивал гособвинитель. Юридическая машина официально закрывает этот тяжелый том, ставя формальную процессуальную точку в расследовании. Но чтобы увидеть реальную человеческую цену этого судебного документа, нужно вернуться на несколько месяцев назад, в тот день, когда тело окончательно выдали семье. У здания городского центра ритуального обслуживания собираются люди. Приходят все те, с кем девушке удавалось сохранить хоть какой-то контакт. Убитые горем близкие абсолютно не готовы к публичности в такие моменты. Они просто просят присутствующих телевизионщиков отпустить объективы, выключить записывающую аппаратуру и позволить им провести прощание тихо, без камер и посторонних расспросов. Знаете, какой главный вывод напрашивается после детального разбора подобных дел? Мы с вами живем в эпоху цифровых двойников. Имитировать жизнь человека сегодня проще простого. Достаточно забрать чужой гаджет, и вот уже виртуальный аватар отправляет привычные смайлики, ссылается на занятость, обещает скоро приехать в гости и даже поздравляет близких с семейными праздниками. Окружающие читают эти тексты с экранов и абсолютно искренне верят, что все в порядке. Эта виртуальная иллюзия нормальности способна безупречно работать неделями, надежно скрывая истинную физическую реальность. Именно поэтому так важно быть предельно внимательным к своему окружению. Если бесконечные текстовые отговорки перестают совпадать с реальным поведением вашего близкого человека, если он резко отказывается от голосовых звонков и личных встреч, возможно, это тот самый сигнал, когда нужно просто приехать по адресу без предупреждения. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Обязательно делитесь своим мнением о вынесенном приговоре в комментариях. Наблюдайте за теми, кто вам дорог. Будьте осторожны, и до новых встреч на моем канале.